Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим поздним вечером решили пошуметь. Мы это делаем хорошо, делаем в замечательной компании, и я считаю, что имеем право, потому что началась решающая неделя. Рубио всем так и сказал, что, собственно, раз... И началась вот эта решающая неделя. О том, насколько она решающая, будем говорить в нашей компании. Спасибо всем большое за то, что присоединяетесь. Пишите в чате трансляции, кто вы, откуда. Ну, кто можете не писать, но от какой точки мира вы, из какого угла смотрите на все происходящее сумасшествие с объявленными перемириями, требованиями перемирия безусловного, а не только в День Победы. Вот это все, скажем так, будем сегодня обсуждать вместе с такими достаточно плохими новостями. Плохими с точки зрения перспективы Украины, украинцев, как они будут дальше жить, как они дальше будут общаться друг с другом. А в чем плохо? Потому что их уже, похоже, вот по итогам сегодняшнего дня окончательно разрубили, разделили и продолжают этот процесс. Но обо всем по порядку. Традиционно наш шум начинается с того, что я, собственно, представляю вам возможность залететь, так сказать, в прямой эфир со своим текстом. Это QR-код, который видите на экране. Также пишите в чат трансляции свои вопросы и заблаговременно их оставляйте в клубе зрителей телеграм-канала Шелест, закрытый клуб зрителей, и сообщество YouTube. Там мы, собственно, в конце и немножко пошумим, пообсуждаем то, что с нами происходит. Очень рад тому, что вы откликаетесь и уже пишете. Киев, это прекрасно, что вы смотрите. Одесса, Чили, Дортмунд, Италия, Омск, Брянск, Чили, Сантьяго, ничего себе, Вроцлав, Сиэтл, Ростов, хочу к маме, ну если Ростов папа хочет к маме, Шанхай, привет, Шанхай, Чили, добрый вечер, смотрю из Швейцарии, Юлия, вам привет, Молдова, Ян, Ната из Киева смотрит, украинцы в Чехии, это хорошо, что вы в Чехии тоже видите и находите возможность посмотреть вечером шелестим. Да, шелестим и шумим. Уганда, пишет Алекс, и правильно делает, потому что ближайшая страна в списке, на которую можно поменять в настройках YouTube в своем приложении, это Уганда, Украина, Уганда. Вот, собственно, и все. Вот такие вот дела. Это просто прекрасно, что вы, дорогие друзья, вот все-таки откликаетесь, и география замечательная. Крапивницкий, Харьков, Киев, Казахстан, Москва, Вселенная, Александр Горожанин. Вселенная — это вот просто... Вот надо так и жить, чтобы была необъятная вселенная твоей родиной, твоим путеводителем, и чтобы она к тебе, эта вселенная, была благосклонна. Ну а вот родную землю тоже надо ценить, уважать и, ну, хотя бы пытаться разбираться, а что там на ней происходит. Херсон, Ростов, Урал, Кишинев, спасибо большое за эту замечательную географию, как всегда. Пользуйтесь, пожалуйста, собственно, чатом трансляции. И сегодня вот я решил без опроса, потому что не хотел коверкать. Мы поговорим там дальше по поводу языка и детей, то, что выдал Бенюк на гора. Давайте без опроса, просто вы напишите в комментариях, да, как бы, как воспитать в ребенке гордость за язык. И вообще, нужно ли за язык, да, как бы гордость, так сказать, испытывать вашему конкретно ребенку, вашему там, следующему поколению, вашим наследникам, да, в этой жизни. Вот просто я вот об этом хотел, но я вот как-то не решился, чтобы не сказали, спекулируешь, не спекулируешь. Ну, давайте вот на эту тему поговорим и порассуждаем вот туда немножко позже. Конечно, топ-тема сегодняшнего дня и самое, наверное, главное, я тут без... ну, как без зазрения совести, готов сказать. Самое главное событие это было, конечно же, объявленное перемирие. Путиным, объявленное заблаговременно. Оно касается празднеств Дня Победы, то есть тогда, когда парад, и еще там день после. В общем, 3 дня Путин объявил перемирие. Причем прекращение огня одностороннее по модели Пасхи, да, вот он объявил у себя и, собственно, вот это сделал. На канале Шелест я тоже вот об этом писал. По решению главнокомандующего, сообщает Кремль, с 0 часов с 7 на 8 мая,
То есть это 8 число начинается, 00, до 0 часов с 10 на 11 мая. То есть, насколько это понятно, 0 часов это 11 мая, да? То есть 24 часа 00 10. То есть конкретно мы видим 8, 9, 10, полные сутки Путин объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому принципу, потому что сейчас же идет вот это перетягивание канатов. А кто за перемирие, а кто против перемирия. В общем, в случае нарушения, понятное дело, будут ответ, и российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Ну, то есть, что такое первопричина украинского кризиса, в принципе, пояснил Лавров, который возымел сессию на американском телевидении. Лаврова, да, то есть уже второй раз показывают в крупном большом интервью на американском канале. Он как бы размашисто подает позицию, комментарии там мы вчера, да, говорили о том, что там по Запорожской атомной электростанции, другие вещи он дает. Ну, вот он поговорил, выдал, так сказать, базу, да, назвал условия прекращения огня. Это если в Украину не будет поступать оружие, и если это перемирие не будет за счет перевооружения там внутри самой Украины. Это вот то, что было известно нам вчера. Сегодня он отправляется на саммит БРИКС, и вот там непосредственно в Бразилии в интервью газете «О Глобо» озвучивает пункты, к которым нужно внимательно приглядеться. Значит, отмена Украиной законодательного запрета на переговоры с Россией. Это то, что говорил Песков лично в интервью в самолете сегодня. Это то, что указано вот в этом сообщении Кремля о перемирии 9 мая, ну или приуроченное к 80-летию Победы. Большой дате, большого праздника, большого исторического события. Значит, в этом сообщении тоже переговоры безусловные, поэтому отменяйте запрет законодательный, украинцы. Украина не может быть членом НАТО, должна сохранять нейтральный внеблоковый статус, ну как в Декларации о суверенитете, как собственно и в Конституции до времен Порошенко, когда изменили преамбулу Конституции и написали о стремлении, так сказать, в Североатлантический альянс, куда никто никого не берет, но все стремятся. Да? И от этого и война, считает Трамп, собственно. Дальше. Преодоление последствий неонацистского режима в Киеве, в том числе его действий по законодательному физическому уничтожению всего русского языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия. Ну, это вот то, что там называют общо, да, денацификация, то есть конкретные претензии по законодательству украинскому, по этому вот, функционированию вот такого режима в стране. Дальше международное признание принадлежности России. И тут интересно. Крыма, Севастополя. Но если вчера, там, позавчера, после Ватикана все так вот мусолят, там, Трамп выходит, говорит, Зеленский, ну, в общем, некуда деваться, Крым придется признавать, и в общем, после урегулирования Крым останется российский, Лавров продолжает. Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запорожской областей. Но тут очень интересный момент. В рамках всей территории или частично, ну вот, например, де-факто или де-юре, остается вопрос. Россия неоднократно заявляла, что де-юре, ну, то есть, вот прям, да, то есть уходите из Запорожья, уходите из Херсона, мы заходим, и вот тогда как бы вот такое условие. Здесь это прямо не говорится, не камильфо, дипломатия работает. Ну и также, значит, Лавров говорит, что все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы исполнения быть постоянными. Что это такое? Это обычно никто не читает. Но мы давайте попробуем вдуматься. Юридически закреплены как? Указы, законы, распоряжения, постановления парламента, голосованием в парламенте. То есть тут идет дальнейшая перспектива и прицел на дальнейшую работу. То есть вот о чем хотят прямо говорить на переговорах безусловных Россия и Украина, и приглашают Украину, да, вот к этим переговорам.
Ну и также заявляет, что на повестке дня, понятно, демилитаризация, денацификация, снятие санкций, судебных исков, ордеров на арест, возвращение замороженных активов на Западе. То есть в этом о глобо Лавров дает полный фарш. То есть вот так мы хотим. Уступок никаких не просматривается, их можно читать только между строк, и то в отдельных пунктах, как бы, ну, чтобы был предмет договариваться. В целом выглядит монолитно и так, что Россия ни на что, собственно, не согласна. И это по-настоящему, ну, давайте так, это по-настоящему приводит в определенное оцепенение. По поводу, ну, оцепенения в плане того, а как дальше быть? Есть ли юридическое поле? Да? Многие спрашивают там в комментариях, а почему Россия вот объявляет уже второй раз безусловное прекращение огня, а Украина, мол, этого не делает, а отвечает только согласием или несогласием. Это вопрос, конечно, очень интересный, однако это важно. Парадигма и, ну, вот это вот мировоззрение со стороны Украины, что есть агрессия неспровоцированная, есть агрессор, это, ну, как бы Российская Федерация, и исключительно агрессор, да, должен объявлять в одностороннем порядке вот это перемирие. И вот, в общем, агрессор остановится, а потом дальше переговоры. На этих позициях строит сейчас политику Украина. И с точки зрения непосредственно вот этого, ну, пинг-понга, да, Сибига ответил практически сразу. Он говорит, что мы поддержим, почему же ждать нам нужно, да, давайте вот прям завтра объявлять на 30 дней. И тогда это, мол, показатель того, что вы серьезно настроены на мир, а не вот просто так. Его поддерживает, к слову, и Зеленский. Зеленский ровно так же сегодня в вечернем обращении, буквально там минут 15 назад, вышел и сказал, что мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому считаем мир, считает, что нет причин ждать 8 мая. По поводу майского перемирия. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать, немедленное, полное, безусловное прекращение огня, и по меньшей мере 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, подчеркивает Зеленский. Ну и подчеркивает, да, делов-то. Это стандартная практика, по которой сейчас по этой линии идет Украина, а Трамп после Ватикана, кажется, становится на ее сторону, на сторону Украины, потому что начинает косо смотреть, да, вот в сторону Путина и говорит, а может меня Путин водит за нос? Но одно дело сказать что-то в сторону Путина, а другое дело сделать. Санкции, намекнул на них прямо, указывает президент Трамп. Его пресс-секретарь Белого дома, Левит, уже второй раз выходит с сообщением. Сначала это было вчера, да, она вышла, говорит, разочарован Трамп во всех, разочарован и в Зеленском, и в Путине. Сегодня она вышла, буквально там час назад, и говорит, что раздражен, ему нужен результат, ему надо показывать этот результат. Этот результат, конечно, ну, пока что абсолютно неудобоваримый. Сегодня Трамп в очередном заявлении, ну, он два таких очень важных заявления сегодня сделал. Первое заявление, он сообщил всем о том, что, в общем, в Африке будет мир, да, вот это Руанда-Конго, это бесспорно очень важное событие. И, конечно же, одно сообщение. Второе сообщение, он там про Канаду говорил, о том, что выберите себе, пожалуйста, нормального лидера. Ну и о нем в качестве вот этих 100 дней писали, что материал вышел в The Atlantic, что если я не буду президентом, все будут в заднице. Вот так вот он говорит. Вообще, по его словам, он управляет страной и миром, и ему очень весело. Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, что я делаю? Это очень серьезное дело. Ну, дело серьезное, а ему весело. И, по словам журналистов, он в восторге от того, как проходят его вот эти первые 100 дней. В общем, все хорошо. Держит марку, держит лицо, держит мину, да? И, так сказать, стоит на своем.
Но как в этом всем выглядит Украина? Достаточно слабо. Потому что встречу на стульчиках разобрали по косточкам. Сказали все, что угодно, но не сказали самого главного. Так, а какие карты, какие козыри появились в руках у Зеленского? У него же не было козырей. А тут теперь они что? Появились? Похоже, что вообще не появились. Наоборот, эту встречу оценивают как такую похватную, как, ну там, и читали по губам, вчера мы разбирали, и, в общем-то, какие перспективы, и что будет дальше. Конечно, позитив есть. Там Нью-Йорк Таймс пишет, или какая-то другая западная газета, что появился лучик надежды на мир. Ну вот какой-то вот лучик надежды. Но какой это будет мир? Вот здесь давайте попробуем подумать. Потому что задуматься есть определенно над чем. И я бы вам привел вот позицию конкретно Ермака, который выдает планы и делает абсолютно прозрачной игру Банковой. Ну, наверное, это не он сам пишет, все-таки мы уже говорили на эту тему, что, видимо, там есть какие-то заготовки, или кто-то там пытается, да, вот как-то преподнести, помочь сформулировать мысли, ну, медийщики, там есть помощники, там Заривна, еще кого-то называют, те, кто пишет. В общем, как он реагирует? Очень важная позиция Белого дома, только постоянное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. А не временное, как предлагает Путин. Ну, то, что с маленькой буквы, то всегда пишет с маленькой буквы. Это демонстрирует уважение к предложению воюющей стороне. В общем, которое необходимо для завершения войны. То есть сейчас как они играют? Они вбивают вот эту историю и притягивают Трампа за уши, что Трамп за нас. Трамп не за них. Трамп, на секундочку, Крым отдал уже, а они его притягивают. Классический пример, если помните и смотрите «Шум постоянно», я вам, ну, как бы раскладывал, и мы общались, шумели по этому поводу визита в Африку к Рамафосе. Тут Рамафоса, бедный, не знает, куда ему деваться. Вроде такие гости дорогие издалека приехали, надо же как-то уважить. Они ему говорят: будешь давить на Россию. Мы сюда приехали на Россию давить. Не хочешь? Вот тебе список на 400 детей. Что с ним делать? Куда его к Путину вести? Непонятно. Вот эта же модель поведения сейчас читается после предложенного перемирия Путиным. Украина, мол, еще 11 марта согласилась на предложение про полное прекращение огня, предложение США. Это Джида была на встрече там. А для этого нужно сделать первый полноценный шаг — остановить огонь. Россия же каждый день обстреливает Украину с воздуха, убивает мирных людей, атакует на фронте, оглашает временное перемирие, которое сама же нарушает, как было во время Пасхи. И перемирие нужно не для парада, а для реального стойкого мира. Вообще вот эта история и зацикленность на параде — это вот отдельная песня. Отдельная песня почему? Потому что, ну, давайте попробуем вот понять, а что же с этим парадом? Почему они так за него цепились? Да ровно потому, что на этом параде, ну вот уже есть прям список тех, кто туда приедет. И это делегации стран совершенно разных. Конечно, там будет Си Цзиньпин, и они, вот как бы вот этот список, и они очень, наверное, переживают, что кто-то может еще добавиться. Есть такая тема, что кто-то еще может приехать внезапно. Трамп говорил, что он не поедет, конечно. Ну да, Витков может поехать. А что ему? Ну, очередной раз, да, и побудет там. Они вот видите, как обставляли непосредственно вот эту историю с приездом, ну вот крайний раз, там же была встреча на Эльбе, на речка Эльба, вот во время Второй мировой, когда они там, советский солдат с западным солдатом встретились, и в это время Витков там был, и это все преподносилось и Дмитриевым, и всем, то есть учитывали какой-то символизм. Вполне вероятно, что американцы тоже могут кого-то послать, а почему нет? И очень это напряженно для Киева, что не дай бог там кто-то будет еще. Ну, кто сейчас есть? Из Абхазии, там, Алиев, Азербайджан, Пашинян, Армения, Лукашенко, понятно, Беларусь. Да Силва будет из Бразилии, обязательно. Буркина-Фасо, Венесуэла, Мадуро,
Вьетнам, то Лам, Касым, в общем, Такаев из Казахстана, Садыр Жапаров из Киргизии, Куба будет представлена, Махмуд Аббас из Палестины, Республика Сербская, это Милорад Додик, которого там уголовные дела и все, как бы все остальное, Вучич, Фица, ну, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, вот это тоже, да, то есть партнеры такие природные последнего времени, друзья, соратники и люди-союзники. Но до парада еще 10 дней, а он специально объявляет. И Украина выставляет этот парад как вот нечто такое, чтобы вот предотвратить, чтобы не дать, да, там, своего согласия какого-то или чего-то еще. Есть большая вероятность, что именно после парада, и многие об этом говорят, после парада на что-то начнется. Большая вероятность, что что-то бы началось и на самом параде. Во время празднования 80-летия Победы что-то бы стало, ну, с украинской стороны станется. То ли попрут в какое-то наступление, да, какой-то другой, там, Белгородскую область, да, откуда сегодня там поддавили россияне к своим границам ВСУ в районе Демидова, было такое сообщение. То ли какая-то там провокация, то ли где-то какой-то неожиданный удар, то ли дронов налет какой-то большой массовый. В общем, на 9 мая что-то готовилось. Вот этим предложением Путин как бы убивает двух зайцев. С одной стороны, он пытается подсластить пилюлю, и Лавров, мы видим, как он упорно работает на этом треке. То есть в Бразилию приехал, выкатил все полностью без изменений позицию Москвы, а в Америке он четко говорит, мы готовы балансировать, садиться говорить. Так Киев не хочет садиться говорить. То есть Россия переводит стрелки на переговоры вместо прекращения огня, а Украина стоит на своем и говорит, смотрите, Трамп с нами, все вместе с нами. Вот такая сейчас идет комбинация, вот такая тяни толкай. Однако, есть вполне большая вероятность, что до 9 мая тоже произойдет нечто, но уже со стороны России. В виде большого обстрела, в виде каких-то серьезных угроз, ударов и так далее, как бы вот, чтобы стимулировать вот этот процесс. Есть там предположение, не знаю, как к нему относиться, потому что там это давно обрастает такими, ну вот, разными кривотолками, что там, условно, если в Украине ударить по 5-6 точкам, то можно погасить полностью Украину, отключить от электроэнергии. То есть в блэкаут вогнать как раз-таки в 9 мая или сразу после, или до. Но это перемирие в любом случае должно быть использовано. Мне видится, что Зеленский все-таки на него согласится. Все-таки согласится, но всячески будет продолжать стоять на своем, демонстрировать, что, мол, нет. Да, вот давайте полное всеобъемлющее. Но полное всеобъемлющее может начаться то, о чем хочет и о чем, ну вот, требует чего Зеленский, только после переговоров. Хоть каких-то контактов новых. Планов мы пока не знаем. Челночной дипломатии пока, ну, таких планов нет. Но вот Рубио только говорит, что решающая неделя. Да? И Трамп говорит, что вот смотрите, решающая неделя. Мол, все начинается, все вот решающее. По поводу разных вариантов провокаций, их действительно может быть сколь угодно много. И вообще, ну вот так, если разобраться, то сегодня такое было откровение, его мало кто заметил, но тем не менее. В эфир выходит депутат Костенко. Это депутат, который, ну, как бы, который возглавляет там секретарь комитета по нацбезопасности, он в Суджу ходил, такой считается воякой бравым, таким обученным, в общем, представителем тоже войны. Он голос представляет в парламенте, но на него все ссылаются как на человека знающего и разбирающегося. Вот що він говорить. Задоволений, тому що ну, це правильна робота наших спецслужб. І я думаю, що ми маємо розуміти, що навіть якщо буде якесь там... Значит, о чем он говорит? Это работа наших спецслужб, это подрыв генерал-лейтенанта Москалика в Балашихе. То есть фактически он в эфире признает, что наши спецслужбы это подорвали. Официально этого никто не признал, но вот депутат с доступом к гостайне, тем более такого комитета, это признал официально. Это наши.
То есть фактически то, что там россияне показывали вчера, позавчера показывали вот этого Игната Кузина, его показания, подтверждает Костенко, что ну да, да, есть там завербованный, там Вадим вербовал, потом давал деньги, потом как-то там тайник, и все, обещал 18 тысяч долларов. То есть получается все правда. Но дальше интересно, он говорит. В найближчий час або в подальший час ми дійдемо до припинення війни, то робота спецслужб вона тільки почнеться. І оцей напрямок ліквідації злочинців, які стріляли по мирному населенню, там пускали ракети, аналізували, приймали рішення, віддавали накази. Це буде основна робота наших спецслужб. Еще раз. Остановится огонь, и вот тогда спецслужбы начнут работать в полную силу. То есть прекращение огня как первый шаг к устойчивому миру, и вот тогда включаются спецслужбы, которые будут мстить там летчикам, ну там, не знаю, там, танкистам, разработчикам каких-то систем, генералам, каким-то командующим на территории Российской Федерации через диверсионные акты, которые методом террористических атак будут вот реализованы спецслужбами. То есть мало того, что он сразу два таких момента. Он с одной стороны говорит, что он признает это мы, то есть подрыв. Нанятый человек завербованный, купил этот Volkswagen Polo, начинил взрывчаткой, то есть он подтверждает нарушение международных, ну то есть введение правил войны. То есть это ведь, ну это не спецоперация, когда войска зашли, там ликвидировали или взяли языка, вернули. Это другой подход, другой метод. А второй говорит, что после войны не ждите, этого будет больше. І розвідок наших, і Служби безпеки України, щоб ці люди понесли покарання, де б вони не були, щоб вони боялись взагалі виходити не те, що виїжджати за територію Російської Федерації, а і взагалі з дому виходити. Оце буде завдання, і я думаю, що найближчі там 10, 20, 30 років, скільки потрібно було, як колись, ми пам'ятаємо, євреї шукали тих, хто чинив злочини їх проти них в концтаборах, це проти нацистських злочинців. Так само і так тут буде робота наших спецслужб. Тому зараз це головне продовжувати творити сильні спецслужби, набирати туди серйозні кадри і ставити їм правильні завдання. Угу, то есть спецслужбы. Спасибо большое, Анна, что поддержали и поблагодарили за шум. Так вот, спецслужбы, надо их усиливать, чтобы потом дальше вот мстить. Это не просто так говорится. С одной стороны, можно сказать, ну, депутат там чего-то где-то там, да, вот что он там понимает, что он знает. На самом деле, это один из очень важных таких препятствий и преград, ну, таких препонов к завершению войны. Почему? Потому что начнется как раз-таки то, о чем говорит Костенко. И война, которая ведется не классическим образом, а мы понимаем почему, то есть в классике вышли в поле там условно, да, ну где-то, ну редко какие-то города цеплялось, там повоевали, ага, там проиграли, побили армию, она отходит дальше, город сдают. То есть вот так в принципе было. Нечто похожее было даже в 2014 году, да, вот в противостоянии там с народными милициями Луганска и Донецка. Что я имею в виду? Точно так же. То есть идет атака, идет обстрел, идет там какие-то перестрелки. Одна сторона принимает решение. В данном случае это были вот эти, ну там, я могу привести это пример Славянска, пример там Лисичанска, там еще. То есть они принимают решение, собирают как бы манатки и двигаются дальше. Там в сторону там Кировска, Луганска или там в сторону Донецка, как было с Гиркиным. И уходят. А эти повоевали и потом зашли. Ну вот так. То есть эти сильнее, эти слабее, там, чтобы не терять, отошли, вышли. То есть начинают двигать фишки какие-то. Это классические методы. Сейчас война идет в городах. И сейчас вот очень непонятно, например, если гипотетически начнется угроза Сумам. А помните, была угроза Сумам? Все заглохли вообще, ничего сейчас не говорят о том, что Сумы вообще безопасно. Нет планов зайти в Сумы. А как там, дорыли уже окопы за Сумами? Нет?
Буквально там пару недель назад это все муссировали. Все, уже забыли о Сумах. Хорошо. О Сумах забыли. Сейчас, конечно, все там корейцами, на корейцев смотрят. Как вот получается, что вот если бы не корейцы, вооруженные силы Украины, конечно бы, да, конечно бы победили. Неправда. Корейцев было не так уж много. Сейчас их подсвечивают, потому что их выгодно подсвечивать и нужно подсвечивать, исходя из того, что они бравые ребята, научившиеся у россиян, подготовившись, научившись воевать, проявивших мужество и доблесть, как говорит сам Герасимов, им поставят память Ким Чен Ыну, они будут переброшены на другие направления. Никто ведь этого не считал, когда Герасимов хвалил корейцев, а Путин говорил, ну вот теперь после выполнения вот этой задачи освобождения Курской области есть шансы на перевес на других направлениях. А корейцы там будут или нет? Изначально вроде как только для Курска предполагались, но это все домыслы. Юридически по Конституции договор, ну по Конституции они там, россияне присвоили вот эту территорию в Сеул, в границах админграниц, а корейцы выполняют свои обязательства перед Россией, а у нее есть там вот эта Конституция. То есть по документам, в принципе, корейцы могут спокойно воевать и на Донбассе, и на юге, и где угодно. А по факту, как это будет, большой вопрос. Но их подсветили специально. Во-первых, для того, чтобы плюнуть в сторону Запада. В Британии сейчас просто необыкновенный какой-то там такой дискурс идет, а можем мы кого-то отправлять, не можем, а они же нарушают правила, а иначе мы там должны воевать, как входить в союзнический блок, что там вообще в секретных документах о соглашении на 100 лет, а какой там блок безопасности, а будут ли эти, ну там, комбатантами эти солдаты и как их вообще трактовать и считывать с точки зрения британского же законодательства. Ну, там все успокаивают, говорят, нет, спокойно, спокойно, это будут только инструкторы. И это плевок туда. Смотрите, вот Россия подписала союзный договор и все. Плюс это ядерная держава. Ну, то есть Украина с ядерной державой Великобритания что-то подписала, а та менжуется, ничего не может сделать. А у них и нечем что-то сделать. А корейцы, вот они, вот здрасте корейцы, вот они. Вот, Ким Чен Ын доволен. На фоне той победы, которую там, это же у нас так, одной строчкой, одной новостью, там же наверняка ликование. Слава корейскому оружию, слава корейскому солдату в Северной Корее. И там, наоборот, духоподъемное настроение, все в армию. Вот не зря мы вас готовили в таких решениях, там, запретах вы живете. Мы вот мировые вещи двигаем, тектонические плиты. Поэтому вполне вероятно, что Ким Чен Ын даст еще корейцев. И очень, я уже говорил об этом сегодня, но очень на этом фоне скудоумно. Ну, то есть как? Очень большие надежды возлагались политически на Залужного. Ну, что вот Залужный, там, вот он сейчас генерал, вот он такой. Потом там некоторые начали сомневаться. В общем, он дал на одном из форумов такой подкаст, записал. Скучный такой, там, минуты 4 у него длины. Он рассказывает о том, как, в общем, война поменялась, что ничего там не будет. В общем, как бы сейчас невозможно, тупик на фронте. Но Курская вот эта ситуация, это же как раз-таки, это же показатель того, что тупика нет. Бог на стороне больших батальонов. Да, идет развитие, идет гонка мысли, техническая гонка, там какие-то рэбы чего-то давят, чего-то не давят, оптоволокно, дроны, стеной, рой, не рой, то есть вот это все, ну, методика, да, ведения боя поменялась абсолютно. Но получается, что и Залужный теперь и в военном деле отстал. То есть как его не пытаются с выгодной стороны подсветить, не получается, с политической нет, с военной, вроде где он как специалист рассказывает о том, что тупик, тупика получается нет. Это же война одна и та же, что в Курской области вот была или продолжается, хотя Зеленский настаивает, что продолжается, что там на юге, что на Донбассе, то есть что в Харьковской области, примерно же бои, ландшафт разный, ведение боя, вот это уже новое, уже нашли, получается, противоядие, за счет которого можно идти вперед и там продвигаться дальше. Вопрос только остановятся или возьмут ли Сумы, вот в чем вопрос. Но в любом случае, возьмут или не возьмут, как бы дело такое, очень важно, как вообще, понимая, что Бог на стороне больших батальонов, себя ведет украинская сторона.
А ведет она себя из рук вон плохо в отношении мобилизации. Значит, ну, давайте начнем с того, что вот такой ролик сегодня Минобороны опубликовали в качестве рекламы, очередной рекламы для призыва по контракту 18-24. Ну, немножко заглушаю я звук, понятно, тут эти компьютерные звуки, вроде как ничего страшного, под такую классную музычку, ну, чтоб YouTube не ругался. Значит, играет человек в компьютерную игру. Вот у него есть разные эти, да, там, персонажи. Вот этот персонаж переплывач Тисы. Вот это он, типа, как это называется на компьютерном сленге, по-моему, нуб, да, или, ну, там, новый какой-то, нуб, новый игрок. Вот он, переплывач Тисы, ласты, там, чего-то, плавки, какая-то, ну, вот это все, доход 0 гривен, там, силы, да, там, ну, вот там, прятаться в камышах, да, вот сила его, да. Ну, в общем, такое, трубка, маска, да, вот это вот все, ласты. Это вот играет человек. Ну, тут новый появляется, да, здесь появляется разведчик, 24-я бригада, разведчик, статус секретный, ничего себе, у него тут есть споряджение, ну, амуниция, у него есть там побратимы, у него доход уже, смотрите, как, 1 200 000, да, 1 200 000, ну, по-моему, в год, да, 1 200 000 в год. Оружие там нарисовали какое-то, CZ, Бред 2, наверное, автомат какой-то супер крутой. В общем, супер. Он может выбрать его. Может выбрать вот этого. Маляр в Польше. Маляр, мать его, в Польше. Вот, видите, в компьютерной игре. Да? То есть маляр в Польше может быть. Давайте немножко крупнее сделаю вам. Значит, оружие по ситуации. Доход нестабильный. Силы рисовать, страдать, мечтать. Маляр в Польше. И подпись «Заробитчанин». Да? Заробитчанин. Но это еще не все. Какие еще есть варианты? О, штурмовик. Штурмовик, слушайте. Штурмовик, оружие, АК, там, ТК, доход до 2 миллионов гривен в год. Ух, какой герой классный для того, чтобы поиграть. Силы, стрельба, там, в общем, отбитие штурмов, фундамент обороны, штурмовик, 2 миллиона тебе в год. Вот такая вот история. Выбирай, смотри, да. Есть еще, это тоже потрясающе, копатель янтаря, копач бурштина. У него статус в розыске, значит, у него из оружия мотопомпа и лопата, доход нелегальный кэш, он может пилять, тягать, бежать, в общем, вот такой персонаж можешь выбрать. Ну а дальше там, да, вот это философское, не играй, выбирай себя сам, контракт 18-24. Вы представляете, как засирают мозги нашей молодежи. И они действительно думают, что вот увидев этот контракт, люди сподобятся идти. Вообще общий фон, конечно, ну, очень и очень нехороший во всем этом мобилизационном кейсе, и результат налицо. Говорили 500 человек, сейчас появилась цифра, что вообще за эту кампанию она уже дольше идет. С весны, по-моему, да, там 1000 человек, которые согласились. Это не холодно, не жарко, ни одной бригаде, никаким подразделением с вот этими всеми, с этим молодняком. Хоть там и не рассказывают, как их хорошо кормят и где что, это не решает вопрос. Но вот компьютерная игра, когда ты выбираешь человека, да, то есть в Минобороны, когда это заказывают, они же понимают, что они, то есть они признают копателей янтаря, они унижают людей, которые работают за границей, своих же граждан. Минобороны целая, заказав этот ролик. То есть просто вот отношение к людям. Ну, про отношение к людям мы сейчас поговорим. Это действительно важно. Но философская база
всему этому подведена карасем. Так я хочу миру. Я вангую, як тільки цей мир настане, ви будете нудьгувати за війною. Значит, людям, которые хотят мира, он говорит, он вангует, предсказывает, что как только мир настанет, вы будете все скучать по войне. Кров'ю, смертю, ви будете шкодувати, що це припинилось, тому що мир буде гірше. Тому не бажайте миру, яким, по суті, назвали заморозку війни. Stop a war, pausing a war, не finish of a war. Ну, это сейчас модная такая тенденция, не знаю, это не нахватались у кого-то. Это, я помню, было, да когда-то, не знаю, лет 15 назад, по-моему, тоже была такая тема, ну, тогда был там мир, тогда все было вроде как хорошо, там, англицизме, там вот это boots of the ground Зеленский мочит, а этот же тоже карась хочет быть похожим на Зеленского и говорит там паузинг, там вот это все, понимаете? Ну, и вот так вот они общаются, вот такие вот в головах вот это вот все, и на языке тоже. Короче, нас убеждают, что надо воевать, потому что мир будет хуже, чем война. Все убеждают. Эксперты, вот караси, вот эти все. Эти караси, они, конечно, так говорят, что вот... Ну, там еще много чего наговорил в этом интервью. Ну, да бог с ним, с тем карасем. Но вот на фоне того, что сейчас хорошо, да, а когда будет мир, будет плохо. Ну, смотрите, то есть... Вот сейчас вот, когда война, и как хорошо, и как плохо. Хорошо, например, вот сегодня вот в Черкасах. Значит, что происходит в Черкасах? Что это такое? Это центральная площадь, и, в общем, полиция вместе с... Долго его там. Их там, смотрите, сколько. 1, 2, 3, 4, 5. Вот они его крутят, вертят, и даже приковали наручниками к забору. Не могли угомонить, он не давался. Ну вот просто брал и не давался этот человек. Из Днепра тоже есть видео, да, с балкона человек снимает, тоже там не дается, вырывается, подходит подмога, человек знакомый, видимо, со двора тоже подбегает, они там в драку не вступают, они их сразу вот это вот с газового баллончика и уезжают, да, то есть там в Днепре не получилось, удалось отбиться парню. Они вот отбиваются, и вот всем гуртом, да, вот это вот на человека наваливаются. В Ивано-Франковске вообще какие-то жуткие, ой, так, Хмельницкий, прошу прощения, жуткие крики, да, вот даже так немножко уберу этот звук, вот там женщина, девушка кричит, вроде молодые ребята, симпатичные этот самый, ну там ЖК, я так понимаю, да, домики вот эти все, то есть это такие нормальные люди, все нормальные ребята. Этот человек просто сидит на лавочке рядышком, так снимает тихонечко, чтобы никто не видел. И они добиваются своего, да, это все достаточно долго продолжается. И, ну, вот в конце концов садят его, и вот как ни крути, вот увозят, да, этого мужчину. Это вот хорошо. Слушайте, так хорошо, вот так хорошо. А как же будет, как это плохо? Хорошо, когда у нас получается в мирной стране, в Украине, очень прекрасное видео, я не знаю, я, наверное, ну, давайте так попробуем на свой страх и риск. В общем, это видео, которое сделало просто день всех, это перещеголяло все, такого мы не видели. Значит, это человек, который, немножко уберем звуки, очень много мата, в общем, человек поставил на стол телефон и подходит, они ругаются с ТЦКшниками, это отстойник ТЦК. Ругаются крепко на тему, почему ты не хочешь служить. Мол, ты не хочешь служить, не хочешь домой, что ты хочешь? Возмущается ТЦКшник, трехэтажный отборный мат. Тот говорит, так пустите меня домой. Ну, матюкаются, ругаются, и вот этому человеку брызгают баллончиком в глаза. То есть он говорит, ребята, так у меня ж по глазам там проблема, что ж вы делаете? Да, и, ну, те продолжают. Да. Все на чистом отборном русском одесском языке. Этот человек там продолжает себя снимать, зовет на помощь, выходит на улицу, там страдает, собственно, это все видео, эти все выкладываются, понятное дело, все их видят, все их знают. Потом он дальше, собственно, показывает, что это вообще? Вот они, мол, это дворик этого ТЦК, вот они показывают, смотрите, там, это вот этот меня конкретно брызнул, там вот эти люди. Вообще какая-то странная, да, вот атмосфера и обстановка.
атмосфера внутри странная, так еще и общение вот это тоже какое-то странное с добровольцами. Вот Зеленский думает, что это все вот это добровольцы, что вот это добровольно, вот так вот они там сидят и просят, чтобы их отпустили. А, Ну, над людьми там издеваются, их не выпускают, не ведут ни туда, ни оттуда. Журнал где-то там. В общем, вот так. Это как новая тюрьма, отстойник ТЦК, где надзиратель, ТЦКшник, с тобой вот так обращается. Еще и ты виноват, потому что ты воевать не хочешь. То есть вот эти добровольцы в ТЦК, которые сейчас находятся, они не хотят воевать. А Зеленский говорит, сами пришли. Ну вот так нам рассказывают. Вообще, конечно, никому не верьте. Это классическое видео. Я в Телеграм у себя публиковал. Все это вранье. Все вранье. Вот этого всего, что вы видели там выше, в Хмельницке, там, в Черкасах, про Днепр я рассказал, вот этот ужас, который происходит уже с непосредственно отловленными и бусифицированными в Одессе, это все вранье. Знаете почему? Вот почему. Сплетні, слухи про те, що їздять бусики, там ночі їх грузять, когось вигружають, десь за кимось ганяються. Це все брехня. Ніхто нікого. Значит, это все вранье. То есть, вот это все сплетни, слухи, вранье. В бусики насильно не запихує. Не запихают. Якщо людина в розшуку і ми її знаходимо, приїжджає поліція. Вот, это сейчас очень интересно. Человек в розыске, а мы их находим. Приезжает полиция. Разом з нами, культурно, запрошуємо. Культурно предлагают. Ну, мол, давай. Ніхто нікого за руки, за ноги в бусики не таскає. Вообще. Хай не розпускають сплетні. Не распускайте сплетни. То есть, вот этого всего нет, понимаете? Мы вообще живем в каком-то королевстве кривых зеркал. И сегодня, собственно, да, там, несмотря на то, что поздно, вечер, там, да, я все равно выхожу к вам в шум, потому что, это нельзя молчать об этом. Этот Сибига, да, который сейчас, вот эта линия сейчас ведется вот это по перемирию, он сегодня вообще вышел и сказал, значит, тут эксперты, которые говорят, что Россия выиграет войну, вы им не верьте, это неправда. Не верьте. Кто-то вам такое сказал? Ну, это врут все. Вот как и вы заметили, да, там музычка, вот это все, это все так очень и очень слезливенько. Вот смотрите, какая тяжелая работа у ТЦКшника. Мало того, что, наверное, аж фронт прошел, по ранению пришел в ТЦК, остался служить родине. А вот эта родина, вот эти люди вот распускают эти слухи, а он бедный, несчастный, самый честный в мире военком, не видел никаких денег. Сегодня, кстати, в Киеве приняли еще одного 60 тысячами долларов, да, за белые билеты. Нормально. Там 2, правда, не 1, а 2. Рекорд пока 50, то, что мы слышали, что кто-то берет, и вот его приняли. А тут вот это все хает, там вот это все. Это все такая неправда, такая ложь. Королевство кривых зеркал. Ну, а что мы хотим вообще от этого королевства, этих кривых зеркал, если, ну, вот, например, сегодня, ну, просто к слову, сегодня большая на самом деле авария на там, Пиренеях, в общем, Испания и Португалия без света остались, серьезный блэкаут, введено чрезвычайное положение, света нет, АЭС нет подпитки, они там на резервных как бы мощностях подпитываются, чтобы, не дай бог, там ничего не произошло. Люди в темноте. И, ну, серьезная проблема. Сообщают, что вроде как это не было никакого вмешательства, не было никаких там каких-то хакерских атак. Пока вот версия, которая есть, это погода, какие-то перепады температуры, что-то произошло, и поэтому там нет света. Украина тут как тут. Герман Галущенко выходит, так сказать, и что говорит? И говорит о том, что Украина готова помочь Испании, Европе, как бы восстановлению стабильной работы энергетики, сетей, наших партнеров, союзников в Европе. Можем помочь, мы готовы поделиться знаниями и опытом, в том числе полученным во время системных атак России на энергетическую инфраструктуру. Мы очень благодарны странам ЕС за поддержку и всегда готовы помочь. То есть Галущенко готов помочь. Представляете?
А что, нормально. Ну, у нас, в принципе, а как помочь? Электриков отправить? Инструкцию через искусственный интеллект к генератору перевести на испанский? Ну вот, или там португальский. Как помочь? Но мы всячески готовы. У нас опыт есть, знания. Мы можем. То есть мы еще вот помогаем этим странам справиться. Полный, как бы такой, никто не включает никакое критическое мышление вообще, что это, к чему это. Ну, если хотите, допустим, да, чтобы там, ну, на чистоту разбор, а зачем вот это заявление? Это заявление не чтобы помочь. Это заявление, чтобы опять напомнить, что вот Россия обстреливала, вот, да, то есть европейским партнерам. Этого Галущенко никто не прочитает там, тем более там в Испании, Португалии. Никакой помощи речи там быть не может с украинской стороны. Никакой, там справятся сами, там все как бы наладится. Понятное дело, что есть тоже определенная ну, проблемы в инженерных там каких-то моментах и так далее, технологических. Я думаю, ну, думаю, справятся и без Украины. Но Галущенко вот подчеркивает, вот так. Там сегодня определился глава Нафтогаза. Ну, это, конечно, при чем тут Галущенко? Надо Испании помогать. Скандальная, полускандальная история с главой Нафтогаза. Вообще, конечно, украинцам бы кто помог. Вот украинцам конкретно кто бы помог. Вот, например, обычно, я, кстати, это вот очень потрясающе. Спасибо большое, что пишете, наша рубрика там «Колобок наш, куда мы катимся», да? Сегодня появляется видео блогера. Ну, просто девушка снимает в магазине. Что снимает? Ребят, тут такие дела. Картопля из Марокко. Картошка из Марокко. Картошечка из Марокко. Килограмм 64,90 гривен. Килограмм 64,90. Рядом лежит картошечка наша из Украины. Какая-то зеленая, сине-зеленая. 300 гривен килограмм. 300 гривен килограмм. Так і живемо. Марокко, Украина. Ну, мы точно можем помочь Испании, я хочу сказать. Мы вообще можем, в принципе, всем помочь. Всей планете помочь. Конечно, когда украинская картошка, это же там 300 гривен килограмм. Это вот просто девушка сняла в магазине и обалдела. Да? И таких много обалдеваний. Праздник скоро, 9 мая, мы о нем говорили. И это всегда, ну, для меня лично, не знаю, может, время там у детей, сейчас подростков, молодежи немножко по-другому, это все равно праздник сирени. Да? На 9 мая у меня ассоциируется с цветами, ну, которые ты даришь ветерану или возлагаешь к памятнику. Это гвоздика, да, и сирень. Вот такие два очень популярных цветка. Ну, гвоздика более как бы официальный, да, а сирень это всегда было, это запах сумасшедший. В общем, началась сирень. Цены в Киеве на сирень. Ну, это какой-то крутой салон, какая-то крутая сирень, букет белой сирени, да. Вот такой большой. 15 400 гривен. 15 400. Но есть, в принципе, и подешевле. Вот можно выбрать за 7 тысяч гривен. Да, вот есть простенькая за 1150. Вообще, наверное, для, ну, красиво оформлено чего. 3000 гривен. Композиция из сирени. Ну, понятное дело, что это не к 9 мая. Это к тому, что сезон. Но в Киеве вот такие цены. Чего кому подарить? Ну, пожалуйста, сирень. В Киеве вот такие цены. А интересно, что параллельно с этим сегодня, вот вчера же была Красная Горка, или там проводы называют, да, это как бы через неделю после Пасхи, все на кладбище, ну, приходят и оставляют там сладости на кладбище, и все вот который день смеются над цыганями, да. И причем, знаете, ни ромы, нет такой политкорректности у этих всех пабликов. Вот они показывают мешки, это Закарпатье. Цыгане пробежались по кладбищу, и вот столько насобирали. Вот столько насобирали, вот столько насобирали.
То есть грузят это все в поезд, это все, как утверждается, конфеты всякие, там, сладости, которые люди на кладбище приносят и оставляют. Конечно, здесь сквозит, ну, понятным отношением к ромам, к цыганам, сквозит. Но, опять у нас логику не включают. Если вот такая история, если вот так это все происходит, то, простите, пожалуйста, это же, а сколько кладбищ, насколько они увеличились, что такое количество конфет за последние вот эти 3 года? На очень большое количество увеличились кладбища. Вот и имеем вот таких цыган. Ну, а топ идиотизмом сегодняшнего дня, сегодняшнего шума, дня, который заканчивается 28 апреля, является некогда уважаемый, популярный, интересный, талантливый, как актер, талантливый человек. Это Богдан Бенюк. Он говорит, что если ты не учишь украинский язык, то ты не имеешь права работать в Украине, тебе надо лишать работы, всего лишать. Но, конечно, вот это метод воспитания, да, это все. То есть говорит по-русски. Ну, в общем, послушаем. Я дивлюся, що молоде покоління йде в загальний супротив. І я особисто не знаю, як мені говорити і боротися зі своїми тими ж племінниками, племінницями. Короче, девушка как бы беседует с Бенюком. И мудрый совет спрашивает, как вообще бороться со своими племянниками, вот это все. Они идут от противного, не хотят на украинском говорить. Как с ними бороться? А? Бенюк. Ну, посоветуй мне. Я вот такая сижу и вот прям... я вот смотрю на нее и думаю, вот прям вот видно, что у человека это проблема. Ну, в жизни ее проблема. Как бороться с этим? Она так вопрошает его. Отвечает Бенюк. Береш різку. Вчора була неділя, вербна неділя. А ти береш різочку і по сраці різкою відпороти раз, щоб він забув на віки вічні про те, що є російська мова. І таким чином народити в дитині гордість за мову. Так, значит, берешь розгу, палку, и вот прям по сраке. И чтобы навсегда забыл ребенок русский язык. Это совет он дает. Девушка сидит, вот это вот, как мне быть, что мне делать? Берешь розгу, и вот это все прям по заднице. И тогда родится гордость за родной язык. Я так понимаю, за український родиться гордость. Коли вона буде знати, що це гордість, я буду почувати себе українцем, в неї не буде тоді питань, як говорити своїми однокласниками, і коли вони мають перейти на твою мову. І вона не буде відчувати себе вигнанцем в тому класі чи іншому. Треба вміти виховати повагу до своєї країни. І все однозначно. І якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними. Бийся з ними, різкою бий, пляшкою з-під води по голові бий старших, якщо вони такі мають розум. Бутылка из-под воды, бей по голове. Ну, гордость воспитывай за страну. Слушайте, вроде ж как бы человек, ну, в возрасте, пожил. Вроде как бы, да, ну, нормально все. Это что-то феноменальное происходит с людьми. То есть, по голове бутылкой дай, и человек сразу в общении там, с одноклассниками везде сразу он будет гордиться украинским языком, никуда не переходить, ему сразу станет все понятно. То есть там выпороть надо, выпороть. То есть украинец, тут тоже можно от противного пойти, очень потрясающая, кстати, логика, ну, мышление, помогает немножко понять вообще, что несет за бред. То есть, вот смотрите, есть украинцы, говорят на украинском языке всю жизнь. Ну, как нормально говорят. Значит, получается, они, отлупленные по заднице и бутылкой по голове? В смысле? Ну, вот как так? Если он там нормально он говорит на украинском всю жизнь, да, он там, русский освоил, там, беседует, вот так он, получается, должен... Вообще, нужно гордиться своим языком? Вот мне вот интересно. Ну, вот что-то, гордость языка. Украина большая страна. Из разных там регионов состоит, таких достаточно, ну, самобытных, да. Ну, это как бы, это могла бы быть та же там Российская Федерация, но в миниатюре.
Не по режиму репрессивному, где санкции вводят, там охотой на ведьм занимаются, выдавливают из страны, нельзя критиковать власть там или еще что-то, да? То есть, а именно вот с точки зрения там состава. То есть, скажите, а в России гордятся русским языком? Более того, еще крамольный вопрос. А в Беларуси гордятся белорусским языком? Интересно, а каким языком гордятся в Австрии? Да? Вот прям так гордятся. Вообще, надо ребенку гордиться языком. Или ребенку надо на этом языке просто все дать. И гордиться тем, что ребенок все вот получил, все, что нужно. Все образование, все на свете. То есть, вот такая вот история. Напишите, пожалуйста, что вы думаете о Бенюке. Это вот прям важно. Значит, по новостям сейчас передают, что в Новороссийске рядом с нефтебазой произошел сильный пожар. Значит, нет пока информации, ликвидирован или нет, что было, прилет или нет. Угроза шахедов в Одессе. Значит, Трамп пояснил, почему он так активно добивается мирного разрешения войны в Украине. Говорит, пытаюсь спасти множество жизней в мире. Знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной. Вот так сказал Трамп, как бы объясняя, да, что вообще происходит и почему он настолько активен. Ну, новости спорта в конце, да, как всегда. Будет там 26-го, по-моему, 26-го в августе месяце бой Усика и Дюбуа. Они вышли на стадион в Англии, в Британии, на Уэмбли. И была битва взглядов. В общем, Дюбуа толкнул Усика, как бы демонстрируя, что все будет серьезно. Настоящая серьезная битва будет между Усиком и Дюбуа. В серьезности, конечно, этой битвы мы не сомневаемся. И как бы, а зачем нам сомневаться, смысла нет. Но вот такой как бы перформанс есть, да. Ну, а почему бы и нет? Толкнул и толкнул. Так сказать, интереснее будет бой и бокс смотреть. Кто его знает? Может, потом скажут, вот, толкнул будущего там, мэра Киева, или министра спорта, или президента Украины. Вот этот вот темнокожий Дюбуа. Да, друзья, значит, давайте перейдем сейчас непосредственно к вашим вопросам. Пишите в чат, как вам шум, как шумится на ночь глядя. Будем уже завершать, и непосредственно там несколько вопросов, какие там, да. Усиков бусик пишет пользователь граф Дякула остаточный. Усика особо в бусик не затянешь. Ну, разве что нужно втрое больше вот этих ТЦКшников. Или этого... баллончик, да, или баллончику нужно. Значит, по поводу Усик выиграет, спрашиваете? Да, я думаю, выиграет, мне кажется. Значит, Лина Вострила, Саша сначала отберут и обсерут все и всех, пайку выдадут и попробую рот открывать, когда ничего своего, пайки лишат и право... Жизнь, здравствуй, Орел 64. Где-то примерно так и есть. Вот такая, вот к этому все идет. Вот такая Украина, и так мы, так сказать, и живем. Усик обязан выиграть. Я думаю, должен выиграть. Да, должен выиграть. Когда кастрюлю снимешь, Александр? Слушайте, вы с этой кастрюлей, ну тогда, когда вы как бы сбросите с натруженных плечей свой ватник, например. Да? Ну, о чем здесь? Здесь не про это. Ну, о каких кастрюлях вы говорите? Значит, Усик перекрасился. Да, Усик перекрасился. Но посмотрим, насколько это поможет ему в спорте. Перейдем сейчас непосредственно к вашим вопросам. Есть такое новшество в закрытом клубе зрителей. В закрытом клубе зрителей есть тоже такая опция задавать вопросы. Значит, вопрос. Значит, я понимаю, почему интервьюер соблюдает негласное правило и пытается сглаживать углы, опасаясь разного рода проблем. Почему из Словакии так комплиментарно, а даже закрывающе поддакивают власти спасибо. Это выбор каждого человека.
откуда и кому, с какой стороны поддакивать или оппонировать. Но если поддакивают, значит совсем согласны, значит все хорошо, значит у людей все прекрасно. Пройдемся по вашим вопросам, друзья. Сначала в чат пока не пишите, давайте с сообществом разберемся. У меня вопрос по бусификации. Вот в Израиле, когда произошел теракт, евреи из разных стран возвращались на родину, чтобы вступить в ряды военных. Почему в Украине наоборот? Это следствие прошлой политики или чего? В Украине поначалу тоже возвращались, Александр, из-за границы. Действительно, ну, как воевать? Это было не массовое, ну, достаточно распространенное, но не такое, что прям повальное массовое явление. В основном все, конечно, выезжали за границу, поэтому, собственно, границу и прикрыли. На самом деле, изначально ее не надо было прикрывать, и все было бы нормально. Но это сделали максимально быстро, потому что уезжали как раз-таки люди, которые русскоязычные, которых настигла война. Да, из вот этих регионов, где вот война простиралась. А им не надо было давать уехать, потому что тогда, в этом случае, там же как проходило все вначале? Зашли, стали, все, надо выбивать российскую армию. А с западной части страны, и сейчас эти мысли звучат, и они говорят, а что это мы должны ваши дома освобождать? Шуруйте, освобождайте. Поэтому границу быстренько прикрыли, ввели вот эту ужасную бусификацию. Теперь неважно, там с западной стороны, еще с какой-то, там блогера какого-то украинскоязычного в воскресенье приняли, он показывал справку инвалидности, жена, ребенок в машине, ехал на трассе, прописку. Не, говорят, все, ты у нас по базе, поехали, отметку тебе поставим, отметку и в учебку. Поэтому вот так. Значит, да, действительно, многие повторяют, что после войны будет хуже. Это неправда, не верьте таким людям. Значит, Светлана, значит, передайте Золотареву, ну, добрые слова Золотарева, жмет руку, что видите правду, не трус, боец, молодец, Золотарев. Да, действительно хороший был эфир, если не видели, посмотрите, пожалуйста. Значит, будут ли еще Латынина и Реутова в гостях? Спасибо за шум и удачи. Ну, если захотите, то почему нет? Может и будет. С Реутовой неплохо пообщались, у нее есть взгляды концептуальные, широкие взгляды на происходящее. Разное там пишут, кому-то понравилось, кому-то нет, но когда человек охватывает взглядом, ну, то есть не узко мыслит там в каких-то определенных сферах, да, а вот пытается немножко, это всегда интересно, кругозор всегда проявляется. Значит, с какими пунктами Лаврова согласны, с какими нет, думаю, вы тоже за свободу русского языка, церкви и так далее. Ева спрашивает. Ева, ну какие, ну, понимаете, вот правильно там, пункты Лаврова, это не пункты Лаврова, это позиции конкретные, переговорные Российской Федерации. С ними толку от того, что вы соглашаетесь, не соглашаетесь, даже там, будучи гражданином России, плевать. Это вот так они хотят. То, что называется отменой вот этого законодательства дурного, оно само по себе дурное. Это и без Лаврова знали, но приняли. Приняли вопреки, ну, людям сказали так надо. Это вот как начало вторжения, границу закрыли. Что закрыли? Наоборот, если была подкрытая граница, больше бы приехали людей там воевать за Украину. Украинцев, не колумбийцев, которых там покупают и собирают за донаты. Александр. Добрый вечер. Не верю в то, что будут условия России исполнены, поэтому неизбежен второй военный разгром одной из сторон. Как считаете, Одессу сможет сохранить ли Украина? Думаю, сможет. Думаю, сможет, но все-таки внутри, я надеюсь на такие кардинальные процессы внутри Украины, которые произойдут, и Украина изменится. Она уже точно изменится. Вот эти все караси, вот эти все там разные эксперты, которые говорят, что после войны будет хуже. Так им будет хуже после войны, они поэтому это и говорят, как перекладывая на всех остальных ответственность. На самом деле произойдет неминуемое оздоровление. В эфире с Золотаревым кто-то из вас, уважаемые зрители, там привел пример, что Советский Союз во многом замалчивал вот эти, ну, не писал всю правду и все ужасы, да,
ну, там, не поднимал это все наверх, там, националистических, разных причем, и союзных республик, и других, там, в общем, предателей, всяких националистов, которые там перебегали на сторону Гитлера тогда. И делалось это для того, чтобы всех успокоить, вот немножко погасить пыл. Что-то подобное вот будет точно так же, а когда вот так всех начнут немножко так, давайте выдыхайте, а эти куда денутся? Они уже себе, ну разве что уедут только. Уедут. У нас будет еще одна волна миграции тех, кто априори за войну. Это же тоже парадокс, да, какой. Значит, Екатерина Князева, Александр, добрый вечер. Как вы считаете, что будет с тысячами людей, задержанных по статье 111 за госизмену после окончания войны? Амнистия в этой войне будет в любом случае, но уже при новой власти. При этой власти никакой амнистии не будет. Они будут идти, стоять на своем, никто там не выпустит из СИЗО, никто не... То есть будет вот такая вот история. Есть надежда на только новую власть. Добрый вечер, Александр. Спецслужбы убивают людей на территории Украины и в России. Значит, вы в своих стримах часто повторяете: Путин умрет, умрут все когда-то. Зачем вы это делаете? Вам это доставляет удовольствие. Людмила Сударикова. К вашему сведению, я в своих стримах это повторяю как позицию публичную части военных Зеленского, который четко заявляет, что ставьте на меня, я моложе, сколько тому Путину осталось, он человек старый, он умрет. Вот умрет, начнутся там процессы в России, и тогда Украина победит. Это я повторяю как, это возвели в последнее время, если вы не заметили, как какую-то догму. Это вот такая вот, как вот при Советском Союзе социализм строили, да, там, мечтали о коммунизме, там, всем по квартире, откроешь кран, будет молоко течь, вот такие вот были посылы. Вот примерно такое опотужнивание сейчас проводят медийно представители власти, отдельные там военные, которые точно хотят оказаться в политике. Это я вчера объяснял и приводил этот пример. Это их идеологический базис. То есть не базис построить классную Украину, залечить раны, там, помянуть героев, которые боролись за эту страну. Вообще, чтобы страна выжила, чтобы там правила, чтобы в ней было всем комфортно. Когда там, например, выходит этот Бенюк и говорит про детей и розги, интересно, а на фронте русскоязычные, которые там сражаются и жизнь свою, голову свою кладут, они вот как? Они хотят, чтобы вот такие в тылу послушали Бенюка и их детей тоже русскоязычных розгами били. Мальчик вот этот с телефоном у окон. То есть я об этом говорю, об этих посылах, да, на этом стоит вот эта будущая Украина, которая будет. И этот мейнстрим очень тяжелый, его не преодолеть. Добрый вечер. Значит, вы сказали, что украинское общество расколото из-за обращения правительства к своим гражданам. А если бы политика была иная, очереди бы в ТЦК до сих пор бы были? Спасибо за труд, всегда ставлю лайки, вы молодец. Смотрите, какая история. Да были бы очереди, если бы политика была другая, если бы там не крали, говорили честно, если бы... Вообще надо было все на Стамбуле и заканчивать. Или за Стамбул зацепиться и дальше уже договариваться. Каким-то образом, торговаться. Там же торговались, вы помните эти списки, которые Путин показывал, которые там в прессе гуляли, сколько БТРов, какое там число войск и так далее, какие условия. Я думаю, что можно было дальше тянуть эту волынку. А люди бы, да, хотели защищать свою страну. Если эта страна честно там платит, дает гуманитарку. Если человек погиб, а он получает гробовые, а не так вот, как сейчас. Поди добейся, заплати командиру, чтобы все подтвердил. Еще дай бог, чтобы там тело тебе твое прислали, и ты чужого человека не похоронил. Или части чужого человека. Вопрос, успеют ли обвинить Россию до конца дня в европейском блэкауте или уже завтра? Лора Михалева. Не знаю, не было обвинений, пока не успели. Наверное, завтра будут обвинять. Я вообще удивлен, почему украинцы не обвинили, а только помощь предложили. Вот этот Галущенко, что это он там? Действительно.
Александр, добрый вечер. Вам все футболку не могут простить. Вы же читаете это, а сами себе ее простили или нет? Нет причин вообще про это думать. Нет причин об этом думать. Ну, правда, ну, подождите. Ну, была футболка, был действительно, скажем так, такой определенный тренд. Это совершенно... Там и гости другие были на канале тогда, да, то есть еще раз они там, второй раз все меняются, эти гости. И как бы, ну, да, вот это символ. Понимаете, в чем дело? В этой же футболке нет ничего такого, в этой марке нет ничего такого. Марка с Крымским мостом это, конечно, трэш. А в этом есть футболка там силы, духа. Потом только нам рассказали, что это вообще не тот человек говорил, и вообще говорил ли это тот, кому это приписали, там это все обросло легендами, а-ля там призрак Киева. Это позже стало известно. Но понимаете, в чем дело? Стойкость и сила духа обломалась, это очень важно понять, не о российское оружие вот в этот период времени. Оно обломалось об украинское дебильное руководство и людей, которые жрали и не нажрутся, которые там с донатов кормились, которые в то время, когда люди собирали там по 3 копейки, да, и вообще вот эта манечка, гипноз какой-то с этими донатами, ой, а давайте сбор на то. Дошли вот до сборов на колумбийцев, я вчера рассказывал. На то сбор, на это сбор, на вот 5-е, на 10-е, на ВСУ сбор, давайте еще на вот это сбор. А по сути это, ну, это государство должно помогать. Нам же всех как бы одурманили, сказали, что нет, все сопричастны. Это всех своей гривной каждый, он был сопричастен к тому, что происходит на фронте. А потом уже пошел маразм. Сбор на все на свете. На трусы, там еще, значит, ну, где государство? Причем тонны гуманитарки просроченной, сгнило и никому не нужно оказалось. Вот в чем разница настроений и... Ну, то есть... Сила духа была тогда достаточно большая и всеобъемлющая, объединяющая. Но когда началась бусификация, когда колючая проволока начала расти не со стороны российской, да, агрессии, как там принято называть, а со стороны Запада, чтобы не убежали люди, вот тогда начиналось как-то немножко понимать, а та ли это показная стойкость. Ну и, конечно, история с вот этим человеком, пославшим русский корабль, Москва, она же там трижды менялась и обрастала новыми подробностями. Значит, поэтому да, вообще меня это не тревожит. Я думаю, что это вообще какая-то ерунда про эту футболку, просто зацепились и там вот это поносят те, которые там с флагами, с флажками, с какими-то там лозунгами. Здесь же не про лозунги, здесь мы шумим. Ну, каждый, в принципе, шумит как может, поэтому, пожалуйста, шумите. Значит, Александр, доброго вечера, здоровья, успехов. Как вы думаете, почему на протяжении последних десятков лет украинский язык так сильно претерпел изменения от своего начала? Ведь 20 лет назад мы жили на Кубани, отлично понимали украинцев при общении, и у нас этот диалект назывался балачка. И на нем говорили 80% сельского населения старше 60 лет. Да, я знаю, очень близка эта балачка к украинскому суржику. Видоизменился украинский язык, потому что видоизменяются все языки, и в том числе... Да, путем ну, там, внедрения английских слов. Это вот сейчас заметно. Сейчас такая новая мода. Такая идиотская, я ее не разделяю, но она новая. И за счет того, что идет отупение населения. Потому что ты не можешь... Вот смотрите, есть курс школьной литературы. Я просто вспоминаю по себе, да, там по сыновьям сейчас смотрю. У меня был, наверное, там стопка книг для прочтения, обязательного прочтения. Достаточно такая существенная, там тяжелая стопка книг на украинская литература. И ты обязан был ее прочитать. Понятно, что читали не все, не все, там, и в мое время никто не читал, там, ну, там мало-то. Я там не все тоже читал, да, из школьной программы, плюс дополнительное чтение, которое рекомендуют. Но когда ты прочтешь эту стопку книг, ты априори будешь говорить нормальным языком. По-нормальному будешь говорить. А когда ты читал только на заборе украинский язык и в быту, там, во дворах и подворотнях и каких-то там, не знаю, футбольных матчах вперемешку с русским матом, то понятное дело, что... А потом тебе еще там подкинули кучу в твою жизнь
английских слов для употребления, понятно, что у тебя все изменится. А плюс еще там влияние Польши, соседей, еще каких-то, а эта же мода пошла вот туда, и вот она двигается. Нормальный украинский язык я для себя считаю полтавский, да. Я вот считаю вот этот, надднепрянский, полтавский, вот нормальный украинский язык. Все остальное это как бы примеси, помеси и так далее. Классический литературный на основе вот этого регионального среза. Вот и все. Поэтому вот так. Спасибо за шум и гостей. Татьяна, спасибо и вам тоже. Значит, да, ну тут Дмитрий Хек пишет вообще, что за для получения инструкций 15 минут в Ватикане не хватило времени, для обсуждения катастрофически мало, то есть поэтому непонятно по большим глобальным вопросам, как можно было договориться. Важно было встретиться, а потом это уже просто все обыгрывают в свою сторону. Наталья Прокопчик. Александр, здравствуйте. Как думаете, реально ли окатоличить православный народ Украины? Британия и тут преуспеет. Смотрите, если условно, опять-таки, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего шума, гипотетически мы берем остановку войны от Зеленский. Каким-то чудом он добивается требований. Происходит остановка огня, безусловная. И потом все заходят в этапы, раунды переговоров, ни о чем, с пустого порожня, солдаты сидят, смотрят друг на друга. Ну, кто-то, может, даже будет контроль какой-то делать, там нарисует и такую функцию. И в Украине консервируется вот это, то, что вот есть сейчас. То, о чем мы с вами шумим, друзья. Вот мы вот пошумели с вами, да, про Бенюка, про этих Карася, про вот эту всю, ну, скажем так, идеологическую платформу, про школы, про там, отношения, про церкви тоже. Конечно. ПЦУ – это мертвый проект. Так сложилось. В храмах ПЦУ не будет много. И это серьезное подспорье для господ униатов, для Шевчука, для вот этих всех товарищей. Там этот, как это, наш претендент, украинский претендент на Святой Престол. Бычок, да, фамилия у него. Да, вот. Для них это, тем более, ну, давайте так, откровенно, перенесли же Рождество на 25-е, уже все официально. Сейчас год пройдет, 2 пройдет, если в таком положении все к этому привыкнут, да и все. А там уже какая разница от тебя, если у тебя календарь вот этот, западный, церкви будут вот такие, чё бы нет. Ну да, там победнее убранство, нет расписных икон. Ну вот таких. Ну придумают что-то такое похожее, как расписные иконы, как-то вот переформатируют. И потихоньку, полегоньку, это ведь давно уже было. Это прям тенденция, такая практика, тем более поляки, сильная там у них вера. Ну и такой они сбитые, такой достаточно идеологический в этом отношении. Народ будет тоже влиять на это дело. И вот оно с запада потечет сюда, вот это все. Вы же видите, как много церквей. Вот все же, помните, обстрел в Сумах страшный, вот этот, который, где погибли там, дети, люди, вот этот, который там на награждении солдат. Было видео такое из церкви. Ну, церковь-то своеобразная, ну, не православная, а просто там выходит проповедник, сидят бабушки, он им в молитвенном доме, в каком-то зале актовом что-то читает, Библию там трактует, выступает перед ними, они там как-то молятся. За Украину, наверное, молятся, за себя, за мир. Но это же не православная церковь. Я всегда я с осторожностью отношусь к этим всем, скажем так, ответвлениям. Не потому, что там они не имеют права на существование. Если это честная и нормальная церковь, то почему бы и нет. Но когда люди, они же вот почему-то тоже переходят из православия вот туда. А сейчас там православие в ПЦУ, да, там нет такой большой популярности приходов больших. А УПЦ вроде как ходишь в московскую церковь к ФСБшным попам, да, то есть туда уже человек тоже не пойдет. Куда? Вот туда будет идти. И будут их всех подгребать, вот эти все там,
секты, не секты, кто как называет, ну, вот такие ответвления, давайте назовем, чтобы никого не обидеть, потому что люди, ну, ходят там, молятся в эти молильные дома, там, к баптистам, и Иеговам и так далее. Я к ним, ну, не то, что я не хочу их осуждать, но я не понимаю, как можно из православной церкви перейти туда, а люди так и делают, потому что это новые церкви. Они всегда были православные, а потом вот туда перешли. Поэтому окатоличивание это реальный процесс. Но это, понятно, перспектива там, ну, если время ускоряется, наверное, лет 15. Почему нет? Значит. Мгм. Так. Что шепчут? Вопросов очень много, это просто нереально на все ответить, поэтому мы, да, и сейчас чаще встречаемся, но я кого-то принципиально не игнорю, да, то есть, друзья, просто есть вопросы, на которые длинно отвечать, и даже начинать не то, что не хочется, а просто не удовлетворю, значит, вас. Здравствуйте, Александр, скажите, пожалуйста, телеграм-канал Only News World ваш? Нет, это инициатива хороших людей, этим людям можно доверять, Иван, поэтому они честно работают. Если там попадается какой-то фейк, это вот просто, ну, это как бы в начале телеграмного пути, мы с ними связались, поэтому хороший телеграм-канал, советую, все по делу. Да, есть вот эта вся история, там, с маленькой буквы пишут, в духе идеологии, там, есть определенная предвзятость какая-то авторского состава, но в целом все очень, ну, все очень подробно и классно, поэтому могу порекомендовать, но вот как всегда, не обращайте внимания, это украинский телеграм-канал, не обращайте внимания на аудиторию или как на идеологическое вот это вот правописание, а в целом есть у них еще проект, у этих ребят тоже длинные тексты. Вот тоже советую читать длинные тексты. Это сейчас менее популярно, в основном все так по коротку, никто не хочет общаться длинно, ну вот так. Или там читать какие-то длинные вещи про политику, чтобы чего-то отложилось. Поэтому решили вот слушать, большинство слушать там разных экспертов, которые это пропускают через себя. Если хотите, у них есть тоже этот проект на этом телеграм-канале, очень, очень такой толковый телеграм-канал, толковый подбор новостей редакционный. Я как журналист, как редактор, я вот поддерживаю их. Доброй ночи. Какое, на ваш взгляд, должно быть наказание для таких оголтелых пропагандистов, как Портников, Янина, Золкин, Петров, Иванов, Корчинский и так далее, и будет ли оно? Значит, я не хочу кровожадничать на этот счет. Вот это важно. Я вам открою, ну, может, не открою там тайну, сильно большую тайну, но, значит, для таких людей самое большое наказание – это забытие. Игнор и забытие. Чтоб не вылезло вообще ниоткуда. То есть, если люди массово прозреют, то есть, условно, самое большое наказание, это когда у тебя там, не знаю, 1 миллион подписчиков, а стало там 100. Вот это самое большое наказание для таких людей. Я думаю так. Это сильный удар, с которым там не все справляются. Вот. Но дело такое. Конечно, есть, понимаете, тут тоже бумеранг прилетит, когда людей судят за высказывания, травят, отправляют во всякие списки, подвергают санкциям, несудебным расправам, убийствам, помещениям в СИЗО и издевательствам за высказывание, за там, информацию, за вот это, то это прилетает бумерангом, и им тоже вспомнят другую информацию, которую они распространяли, и вполне в себе, вероятно, тоже преследование, уголовное и моральное осуждение. Я этого не исключаю, но самое болезненное вот такое наказание. Лампанюх, почему в стране будет хуже? Страна банкрот, никаких предприятий, и банды ветеранов бегают и все делят по новой. Это рай? Ну, смотрите, не то, что нет никаких что-то есть. Так не бывает, чтобы ничего не было. Даже после войны Второй мировой все равно что-то строится сначала, народ надо занять после войны. И эти там ветераны, да, которые там, с чего вы взяли, что они прям вот точно собьются в банды? Ну, с чего? Если будет строй и режим правильно выстроен, легитимный, юридический,
правильный, новый, то банд не будет. Будут единицы, с которыми будут работать. Эти группы рассеют и будут грамотно уделять время этой категории населения. Если будут заниматься тем, чтобы спасать активы и бежать, хвататься за вертолет, как во Вьетнаме, или за шасси самолета, как в Афганистане, тогда да. Ну, то есть тогда да. Вот так я считаю. Значит, вопрос. Почему украинцы думают, что после Путина будет лояльный к Украине президент, а не больше ястреб? Не знаю. Не знаю. Вот прям не знаю. Вообще могут прийти, понимаете, ну, смотрите, с точки зрения пропаганды ненависть к Путину, она оправдана. Потому что у нас же, как говорят, не военные там обстреляли или запустили шахед, который попал в дом, или ракету, которая там убила там столько-то человек. У нас, как говорят в Украине, в украинской пропаганде, Путин. То есть Путин. Вы видели хоть раз, что, чтобы там удар вот сейчас по Новороссийску, если это удар, а не возгорание. Сейчас тоже такие моменты возгорания бывают, вон как в Иране, потушить не могут. Вы видели вообще, чтобы в России после там обстрела или удара там по Шебекино дронами или там по Курску, еще куда-то, говорили, это Зеленский обстреливает. Зеленский обстрелял Шебекино. Ну так не говорят. Говорят, вооруженные силы Украины выпустили там столько-то дронов, там цели потеряны, цели сбиты, что-то упало, долетело, статистика, сводки. А вот это же пропагандистская история. Путин. Ставка на то, что следующий, условно, правитель России, он будет стараться отличаться от Путина. А кто сказал, что это будет популярно? Вот же непонятен вопрос. Это может сказать только какой-то политтехнолог, человек, который там... А какой политтехнолог может это посоветовать Банковой? Только выехавший, сбежавший из России. Вот вам я простроил элементарную цепочку, вот откуда это все берется. То есть никто не может предположить, что если условно или после физической смерти, на что расчет Зеленского конкретно, он об этом говорил, или после там, ну просто закончится срок там как-то, да, или там по состоянию, ну придет другой президент в России. Кто сказал, что он не будет продолжать дело Путина? Может быть, это будет популярно. А если продолжать дело, то и войну, конечно же. То есть это, по-моему, отрыжка общения с вот этими там политтехнологами, которые там были когда-то известными в России, а сейчас как бы вот они не российские, мне кажется. Лэнч, Роман Цымбалюк за его высказывание, стоило бы отправить его в тюрьму, он фашист, не знаю, не слушаю Цымбалюка. Значит, после Шелеста кто будет? СБУ вас спрашиваю. О чем вы? Если там о гонениях и санкциях готовится еще один пакет, он давно готовится. Вот, там тоже есть предварительно, там уже сообщают людям, кто готовит, кому готовится к санкциям. Мне никто ничего не сообщал до. Ну, в общем, будут, наверное, еще. Вообще есть предположение, такая выкладка, что, судя по всему, будут закручивать гайки, еще вводить кучу этих санкций, кучу всех преследований уголовных. Так. Значит, да, добрый вечер. Значит, давайте так. Давайте так. Значит, вопросы к экспертам на территории Украины, что готовы делиться мыслями с Шелестом и аудиторией. Остался только Золотарев, остальные пока в творческом отпуске. Не, ну почему там Рева будет делиться? Ну, вообще, да, все как бы творческий отпуск. Творческий отпуск. Ну, как бы, ну, а что? Жизнь. Ничего не поделаешь. Значит, как жить дальше этим близким народам, если ненависть к России поколениями будет? Занять. Чем-то надо занять людей общим, и тогда все будет. Александр спрашивает, почему из Зеленского не получился Головобородько. Ну, не Головобородько, а Голобородько. Там было по сценарию.
Ну, так задача этого фильма не та, чтобы Зеленский стал Голобородько. Задача чтобы этого фильма, чтобы он пришел к власти. Понимаете? Поэтому никто не думал становиться Голобородьком. Где Стариков? Там же. У меня вопрос в творческом отпуске. Да, что вопрос, но он его удалил. Это Сергей Кодак. Ну, удалил, значит, не успел я прочитать. Марина, Александр вчера вы говорили, что ВСУ хорошие хлопцы, а вы в курсах, как при отходе из городов эти ваки расстреливали мирных жителей городов Куракина, Украинск, Селидово. Значит, много есть разных свидетельств. Давайте вот, смотрите. Некоторые являются абсолютной там дезинформацией. Некоторые являются частично поданной, преувеличенной информацией. Если там на войне бывает все, но у страха глаза велики, есть там гиперболизированные примеры, кто при отходе кого как расстреливает. При отходе мирных забирают. Мирного пытаются забрать, он не хочет. Ведь мы же, понимаете, в чем дело? Ведь было же, это же абсолютно открытые источники, там можно даже поискать это видео, где-то было оно. Прямо люди возмущаются, что на тех территориях, вот они украинцы, там из центральной, западной, там еще более западной Украины, там из Киева, вот они воюют, а там местное население, где они воюют, там собирают на билет в Краснодар к родственникам, или вот эти люди, они их там не хотят, то есть, да, то есть боятся, остерегаются. И они вот много же вопросов было месяца полтора назад звучало в паблике. А кого ж мы защищаем? Да? То есть, кого мы защищаем? Чем мы их тут вообще защищаем? Я прям помню, это кучно было, там, вот этот месседж разгоняли, но потом, видимо, сказали прикрыть рты воякам там, которые на передовой, и все рты прикрыли. Но отношения военного и гражданского – это специфические отношения. Вот смотрите, это абсолютно специфическое отношение. В них нет, в этих отношениях, прав и свобод в том понимании, в котором вот мы привыкли, условно, там, в тылах или там, в гражданской жизни. Это другие отношения. Это страшно. Это больно признать, это касается любых армий, любых гражданских, своих, чужих, то есть неважно. Поэтому войну надо останавливать. Вот поэтому. Рассказы о том, что все только пирожочками кормят, и там сынки встречают хлебом солью, разные бывают случаи. Бывают люди конкретно там сдают, наводят, бывают наоборот. Уводят, отводят, бывает спасают, откармливают раненого в хате, чтобы потом там ночью сбежать к своим. Такие истории тоже были. То есть это очень тяжелый на самом деле сегмент. Поэтому то, что там вам рассказывают, надо делить на 2, но помнить, что разделив на 2, надо плюс 100 прибавить пунктов к вот этой теме отношений гражданских и военных. Значит, спасибо за шум, прям очень согласен с теми подписчиками, которые хотят, что интереснее слушать шум. Спасибо большое. Почему в эфире с Оскиным была ситуация, когда он оскорблял ваш родной город, называл Лугандоном, и много похожего было за эти 2 эфира, почему молчали? Ну, как это, понимаете, опять-таки, смотрите, интервью, это не означает, что кто-то с кем-то тягается, или должен спорить, пресекать, там, чего-то там. Интервью, задача, допустим, моя раскрыть более интересные грани, или более полные, или каким-то образом собеседника, прежде всего. То есть, это там, добиваюсь иногда, это все жизнь, интервью много, люди разные, то есть, там, восприятие даже разное интервью. Кому-то нравится, например, дискуссия, кому-то нравятся короткие, сухие вот эти бячики вопросы и такие там расплывчатые ответы на полчаса, кому-то нравится сухо и по делу. Разные люди, разные подходы. Но это интервью. Интервью это всегда соавторство, то есть мое. Если здесь в шуме мы можем говорить, это вот мы с вами общаемся, да, то есть вы тоже отчасти соавторы задаете вопросы. Поэтому
Конечно, будут говорить. И пусть что Путин умер, и в холодильнике будут говорить. Такое тоже было. И обосновывать свою позицию, потому что в это надо верить. А если мы вот предположим, что это так, это может действительно оказаться правдой. То есть, поэтому не судите гостей. Ну вот Соскина нет, ну нет и нет. Пропал, не отвечает даже. Ну то есть, ну это ну, вот так. Лугандон, значит Лугандон. Смотрите, разрешите себе думать о вас всем то, что они хотят. Разрешите. Это очень хорошая практика, очень помогает потом спустя время поржать и над людьми, и над ситуациями, и над словами особенно. Разрешите, пускай. Я вот, например, вам разрешаю думать все, что угодно. И про майки, и корабли, и кастрюли, и все, что хотите. Так, друзья, уже без 10:12. Значит, вот, опять-таки, Ольга Ларина. Саша с ответом на вопрос о футболке очень разочаровал. Я думала, все-таки умнее и глубже. Вот. Думайте, что хотите. Я это разрешаю вам. И вы тоже другим тоже разрешите. Да? Это касается перепалок в чатах там каких-то, в группах, еще где-то, в общении там. Стойте на этой позиции. И тогда вы увидите, как все изменится. И тогда на первый план выйдут истинные смыслы слов, аргументы. Ну вот тогда немножко прояснится, более ясной станет картина. Я прям уверен в этом. Если согласны, поставьте лайк. Не согласны, тоже поставьте. Когда будет Денис Елисеевич у вас? Не договаривались пока о следующем интервью. Опять-таки, значит, Александр, не боитесь ли, что в СБУ вами займется более плотно? Так а что, за что? Ну, за что? У меня нет никаких ни с кем связей. Я никого не предавал. Я никого, ну, там, не подрывал никакие там государственные там вещи, там, еще что-то там, да, вот. У меня нет никаких сеток, у меня этого ничего нет. Мне никто не платит, как там, да, вот сейчас. Тоже такие истории рассказывают. Вот там этого стоит позвать там столько-то тысяч долларов, этого столько-то. Есть какие-то злые, связанные с русскими, которые за это платят. Вот это такие байки лепят, понимаете? А есть там связано, а с украинскими тоже есть связанное, тоже с украинской стороны платят, да? То есть, ну какой-то бред несут люди разные и группируют, да, там вплетают деньги, предательство, связи, этого всего нет. У меня есть вот я, люди, с которыми я беседую, какого-то, вот вы спрашиваете, будет этот, будет этот, будет этот, не знаю, потому что это время человека, у нас нет отношений никаких финансовых, там, у нас просто человеческая договоренность, кто-то там раз в неделю выходит, кто-то когда захочет. То есть это нет системности в работе конкретно, то есть работы как таковой нет. Есть просто встречи, которые нравятся вам, уважаемая аудитория, и вы их поддерживаете. Поэтому займется, а что они найдут? Ну что, ну, никто никого не предавал, нарушений никаких не было. Да, у многих не было, многим там выписали там этот билет в один конец, кто-то в СИЗО, кто-то никогда уже там не вернется, кто-то потерял здоровье, кто-то там потерял все на свете. Ну так это еще одно доказательство, какой режим, да, то есть по справедливости мне нечего бояться, я никого не предавал, и я занимаюсь только тем, что борюсь за свое право на профессию. И у меня есть только вы, моя уважаемая аудитория, которая там своими лайками, своей поддержкой там по QR-коду, в суперчате, еще где-то, вы просто эту поддержку высказываете. Поэтому нет, не боюсь. Потому что зла нет, добро только есть. И вот это, наверное, и раздражает, что есть какие-то, настрой какой-то на добро, да, а времена-то злые. Зло надо, чтобы порождало зло. Еще больше крови, еще больше всего. Караси нужны. Караси плавают в темной воде. Сергей Шелест. Ой. Сигма Бой. Это да. Значит, да, друзья, всем большое спасибо. Время позднее, всем завтра на работу. Я очень благодарен, что посмотрели. Если посмотрите в записи, то обязательно лайкните, пожалуйста, этот эфир, этот выпуск. Нравится вам вообще вот это вот время?
Вот я вот очень прошу написать, ну вот, как вам по времени, подытожить день. Если сильно напряжно, а бывают же идиотские дни, очень насыщенные, то как-то посмотрим, будем играть этим графиком. То есть, если там шум, подытожить день вот так, как сейчас. Долго, может, надо короче, может, я сильно там много даю всяких там этих вещей. В общем, напишите, пожалуйста, свой отзыв в комментариях. Это мне тоже поможет ориентироваться в будущих наших встречах, в будущих шумах. Я всем еще раз благодарен. Добра и света в каждый дом. Берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого. Хорошо пошумели.